Всем привет! Сегодня расскажу вам немного историю Джима. Не то что его историю, а историю его появления у меня. Джим собака подобранная, я его нашел в лесу. Джим выбрал место покрасивее, там на берегу такого заболоченного пруда. Сидел, в общем-то, помирал от пироплазмоза. Почему его история сегодня прозвучит? Потому что пора защищать собак от клещей. Как это сделать, я скажу чуть позже. Свои советы, да, рекомендации. А вот именно про Джима немножечко расскажу. Значит, шел я по лесу. Дело было к вечеру. Возвращался я с работы. Смотрю, сидит Бобик. В общем-то, сидит, пошатывается, явно что-то с ним не то. Ну вот, сидит, выбрал место покрасивее, как я говорю. То есть я подошел, я понял, что кроме меня, ну там и так-то народу мало кто ходит, а кроме меня еще и мало кто подойдет к такой большой собаке, потому что ему было на тот момент месяцев 8, и он уже выглядел как взрослый кобель, вполне сформировавшийся, да. Но потом он еще, конечно, подрос, заматерел, отяжелел. Но это было уже потом. В общем, пес сидел, помирал. Помирал, как выяснилось потом, от пироплазмоза как раз. То есть я его подошел к нему, дал ему руку понюхать. Да, он мне в руку лапу. Бам! Вот потому и Джим. Потому что, как у Есенина, да? Дай, Джим, на счастье лапу мне. Вот, ну, такого пса оставить было совершенно невозможно. Но представляете, да, под вечер я иду, вот он, пес, сидит, допустим, я прошел мимо, а на утро иду, а там труп. То есть, в общем-то, как бы мертвая собака, да. Как после этого жить-то? Поэтому Джима я забрал. То есть вначале я его уговорил, чтобы он пошел со мной. Но как только он вышел на дорогу, он увидел людей и ломанулся назад. Пришлось снять, у меня не было с собой ничего. То есть пришлось снять из штанов ремень, сделать такой импровизированный ошейник с поводком. Благо ремень был достаточно длинный. И, в общем-то, на нем Джим уже покорно дошел. То есть, в общем-то, ко мне домой. Леся, когда его увидела, она выскочила меня встречать, и она увидела незнакомого пса, да. То есть, ой, воплей было. Но ничего, они потом подружились, конечно же. Вначале-то, конечно, да, она очень ревновала. Ничего, потом подружились, она сейчас очень довольна, что у нее есть своя стая, что есть свой кобель, которым можно крутить как хочешь. Ну вот, для девочек это важно, манипулировать кем-нибудь. Когда пришли домой, оказалось, что у него тремор, то есть у него вот так башка тряслась вот так вот. То есть, ну, вначале-то было все нормально, а потом приходит все, вот, началось, да. То есть, ну, срочно там мерить температуру, за ухом клещ жирный насосавшийся, срочно там в магазин за этим ковшиком, в магазине продаются ковшики, в каждом зоомагазине это есть. Этими ковшиками можно клещей снимать. Так вот, срочно его пришлось везти в ветеринарку, под капельницу. Да, ну, да, пойдешь? Ну, давай, иди. Я тебя тоже люблю. Я тебя тоже люблю. Давай, иди. Что, нет, останешься? Ну, ты уже реши, что ты хочешь-то. Ой, такой он хороший парень. Так вот, срочно отвезли Джима в ветеринарку. Еще в такси же нужен намордник. У нас ошейник-то я купил, ни один лески не налез, естественно. Намордник просто так не купишь, надо пса везти непосредственно туда, в магазин, и там уже примерять как-то, да, либо какие-то замеры делать, то есть.
В общем-то, на это времени не было, уже все закрывалось, то есть пришлось договариваться, ловить машину с руки, довезли, приехали мы, ну, взяли анализ у него на пироплазмоз, ну и сразу под капельницу, даже еще анализ не был готов. Пока лежали под капельницей, в общем-то, анализ пришел, то есть мы доплатили, чтобы быстро все сделали. И анализ пришел, да, это он, пирик там в запущенной стадии, то есть уже 5-е сутки примерно. То есть на 5-й день обычно собака умирает от этого. Ну вот, и нам сказали, что до утра бы не дотянул пес. Вовремя привезли, то есть до утра бы не дотянул. Надо отдать должное врачам, в общем-то, пса вытянули. 4 дня мы с ним ездили на эти капельницы. Ну вот, потом, в общем-то, нам сказали, уже все достаточно, у вас уже все более-менее нормально, на поправку пошел, все такое. А у него через день опять новый какой-то этап, да, новая волна вот этого пирика. И пришлось еще раз ездить, опять укол пиростопа, и опять под капельницей. Еще 2 или 3 дня мы с ним ездили. То есть, наконец-то мы вылечили. А его даже... Он был настолько слабый, он был истощенный. То есть, ему было тяжело вообще с болезнью-то справиться. Вот. Ну, вытянули пса. Ничего. Нам даже просто вначале отказали в том, чтобы сделать даже прививки. Потому что я не знал, привитый ли он. То есть, потому что пса явно выкинули, он был явно не нужен. У него была, например, шерсть вот здесь вот на груди, да. Она была вся стерта до кожи. То есть он явно жил на балконе, на бетоне. Потому что он явно вот когда спал, то есть он лежал на груди, да, то есть и вот шерсть вся была здесь стерта. Он первую ночь очень сильно ломился на балкон, потом, когда понял, что... А его туда никто не гонит. То есть он был так счастлив, но ввиду того, что он наполовину маламут, нам приходится все-таки жить 365 дней в году с открытым балконом. И подстилка его лежит под балконом. Вот, иначе ему жарко, душно и, в общем-то, некомфортно, да, он всячески начинает это показывать. Даже если окно бывает там открыто, недостаточно широко на балконе, так он приходит ночью и говорит: я сейчас умру, открой окно. Вот такой вот. Приходится вставать, открывать. Он довольный, плюхается там под это окно, то есть открытое. Все, но на балкон так и не любит ходить. Вместе с кем-нибудь еще выйдет, сам по себе нет. Хотя там прохладнее. Вот, ну это вот кратенькая история Джима. Кратенькая история его появления у меня. Давайте все-таки вернемся к клещам. Сейчас уже оттаяли теплотрассы, уже оттаяли вокруг многих деревьев, оттаяли такие круги, да, то есть там уже трава. Как известно, кобели, они все туда ходят, суки, потом ходят это все нюхать, все эти метки, да. Поэтому... Ребят, уже пора защищать. Значит, я рекомендую по рекомендации моего ветеринарного врача, очень хорошего, с которым я сотрудничаю уже много-много лет. Он мне рекомендовал в свое время делать, так скажем, двойную степень защиты от клещей. То есть первое, это вот либо таблетки, либо капли на холку. Но они капаются не на холку. Вот я сейчас расскажу и про то, да. То есть, что дают таблетки? Таблетки дают, что в крови у собаки начинает циркулировать вот это вот вещество, да, то есть, которое отравляет этих клещей. То есть, клещ все равно присасывается. Но вот когда он делает свой всхлип, и после этого всхлипа он помирает. То есть вот это дают и таблетки, и капли на холку. Разница в чем? Когда вы даете собаке таблетки, они циркулируют в крови. И это может быть удар
по печени, по почкам, по системе ЖКТ. Я не даю своим собакам таблетки, потому что у Джима слабенькое ЖКТ, у него после пироплазмоза была поражена печень, то есть ему таблетки-то уже никак. Я использую капли. Таблетки, конечно, удобней, потому что они дольше работают. То есть их декларируют обычно где-то месяца на 3. Но я встречал собак, которые после таблеток на последнем месяце они все-таки умудрялись заразиться пироплазмозом. То есть клещ успевал вот это вот, то есть он яд сожрал, да, но он успевал еще и свою гадость впрыснуть, прежде чем окончательно умирал и отваливался. То есть последний месяц эти таблетки работают только от блох по сути своей. Поэтому через каждые 2 месяца нужно обновлять, если вы пользуетесь таблетками. Если капли, их декларируют обычно на 4 недели. Опять же, та же самая история. Последнюю неделю капли работают только от блох. От клещей уже практически не работают. Поэтому их приходится тоже обновлять. Обновлять через каждые 3 недели. Несмотря на то, что написано, что капли они на холку, это не совсем так. Капать нужно пунктиром от основания черепа и до хвоста собаки, вдоль позвоночника, пунктиром. Причем шерсть нужно разгребать, то есть капли должны падать не на шерсть, а на кожу попадать, потому что вот эти вот капли, они накапливаются в подкожной клетчатке и действуют точно так же, как таблетки. То есть клещ все равно присасывается, но он не успевает впрыснуть свою гадость, а он умирает и потом отваливается. Но этого недостаточно. То есть должен быть второй, лучше всего, когда клещ вообще не присосется. Поэтому нам нужен второй контур защиты, это репеллент. Можно воспользоваться аэрозолью, то есть опрыскивать аэрозолью собаку, те места, куда может присосаться клещ, плюс лапы. Но это надо делать, если вы пользуетесь аэрозолью, это надо делать перед каждой прогулкой. Это достаточно неудобно и трудоемко. Я рекомендую в качестве репеллента использовать ошейники от клещей. Но опять же, есть разные ошейники. Есть ошейники, заменяющие капли. Ошейник все-таки должен быть с репеллентом. То есть отпугивающее вещество должно выделяться, да? И такие ошейники, как правило, они, в общем-то, выпускаются на весь сезон. То есть на 8 месяцев, как правило. Ну вот, например, Джимов ошейник от клещей. Я не буду называть фирмы. Ни капли, ни ошейники, ни таблетки. Никакие фирмы мне за это не платят, поэтому я называть не буду. Выберите сами. Этот ошейник должен надеваться сразу за ушами. То есть он помимо основного ошейника, да, надевается. И он надевается сразу за ушами. Вот здесь вот есть такая ямочка у собак между черепом и атлантом. Атлант — это самый широкий шейный позвонок у собаки. Джимушка, иди сюда, давай покажем. Значит, смотрите, когда вы капаете, вот Джим пришел, да, сейчас я покажу, когда вы капаете, шерсть разгребайте. Вот разгребли шерсть, да, до кожи. И вот сюда вот вы капаете. И так вот пунктиром вдоль позвоночника до основания хвоста. Ошейник же, как одевать, да, давай, Джимушка, наденем. То есть он одевается и затягивается прямо вот здесь. Вот и здесь тоже шерсть разгребаете. Давай сейчас оденем. То есть он должен сидеть достаточно плотно.
сидеть на коже, он должен касаться кожи собаки. То есть здесь не должно проходить, если под обычным ошейником, да, должно проходить 2 пальца, здесь должен проходить максимум 1. Вот сейчас, Джим, вот видите, у меня 1 палец, 2 уже я не просуну. Вот тогда он работает. Если он у вас висит как бусы, то он работать не будет. Давай я тебе сниму. Все, мой хороший. Со мной посидишь? Ну, посиди, а то вдруг я что-нибудь накосячу, а ты проследи, чтобы я не накосячил. Итак, как правильно носить ошейники? Если вы живете в городе, то перед прогулкой надели, после прогулки сняли. Если вы живете за городом, многие уезжают на дачу, например, да, там на сезон, то там, где у вас и в доме могут присутствовать клещи, которые собака зашла в дом, вышла, опять зашла, вышла, там у вас собака находится в этом ошейнике с репеллентом постоянно. Репеллент это не панацея. Клещи все равно могут присасываться. Но их будет в разы меньше. И на тот случай, если клещ все равно присосется, у вас что? У вас работают либо капли, либо таблетка. Если видео было для кого-то интересным, возможно, для кого-то полезным, я, в принципе, рассчитывал, что кому-то будет полезно, потому что вопросы эти задают очень часто касательно клещей. Когда обрабатывать, чем обрабатывать, как это делать. То есть вот надеюсь, что на все вопросы я здесь ответил. Тогда ставьте лайк, если полезно. Если хотите дальше видеть тематические такие видео, подписывайтесь на канал. Пока только разогреваюсь, будет еще много всего интересного. На сегодня все. Берегите себя и своих собак. Всем пока.